Привет, ARMY. Что, если момент, которого вы ждали месяцами, может быть, даже годами, никогда не должен был произойти вот так? Не тихо. Не в частном порядке. Не за закрытыми дверями. Но внезапно, публично, ошеломляюще, перед всей страной. Что, если даже сами BTS не верили, что этот день наступит так быстро, так открыто, так эмоционально тяжело, что словами это не описать? Потому что это было не просто очередное объявление о концерте. Это было не просто очередное расписание камбэка. Что-то в этом ощущалось по-другому. Масштабнее. Тяжелее. Исторически более значимо. Почему правительство Сеула предприняло беспрецедентный шаг и официально выступило в качестве спонсора? Почему фанаты начали плакать еще до того, как прозвучала первая нота? И почему Ви и Чингук, два артиста, которые уже выступали перед миллионами, застыли в недоумении, увидев происходящее? Сегодня вечером мы раскроем историю концерта, который превратил площадь Кванхвамун в море слез и незаметно ознаменовал поворотный момент не только для BTS, но и для всей Кореи. Поначалу это казалось нереальным. Началось как обычно. Заголовок. Уведомление. Пост, распространяющийся по лентам быстрее, чем кто-либо мог его обработать. Но слова звучали необычно. Они звучали невероятно. Сеульское правительство официально спонсирует концерт возвращения BTS. Не поддерживает. Не сотрудничает. Спонсирует. Несколько секунд люди просто смотрели на свои экраны, перечитывая это снова и снова, пытаясь понять. Потому что правительство обычно не спонсирует концерты айдолов. Города обычно не присваивают свои официальные названия поп-выступлениям. Так почему же BTS? Почему сейчас? И почему именно таким образом? 21 марта по корейскому времени история готовилась написать себя сама. После рассмотрения запроса HYBE правительство Сеула одобрило беспрецедентное использование одной фразы. Спонсировано правительством Сеула. На первый взгляд это выглядело просто, всего лишь строчка текста. Но эмоционально это ощущалось как заявление. Не административное. Не процедурное. А символическое. Как будто сам город выступил и сказал: «Мы поддерживаем BTS». Годами BTS прославляли Корею по всему миру, на сценах, церемониях награждения, в чартах, на стадионах и в странах, о которых большинство артистов только мечтают. И все же часто они несли этот груз тихо, без официального признания, кроме аплодисментов. И вдруг Сеул встал рядом с ними. Публично. Официально. С гордостью. И для ARMY это было сильнее, чем любой тизер. Социальные сети взорвались не мемами. Они наполнились слезами. Фанаты писали сообщения, что плакали в автобусе. Плакали на работе. Они звонили друзьям, не веря своим ушам. Некоторые родители, которые никогда не понимали К-поп, вдруг спросили: «Это та группа, которую вы любите?» Потому что возвращение перестало быть нишевым событием. Оно перестало быть просто фандомом. Оно стало национальным. Общинным. Историческим. И все же вопросы оставались. Почему сейчас? Почему именно в этот момент в истории BTS? Почему Кванхвамун? Потому что площадь Кванхвамун – это не просто пустое пространство. Это история. Это протест. Это праздник. Это память. Это место, где Корея собирается, когда происходит что-то действительно важное, президенты, движения, национальные события. И теперь BTS. Появление их возвращения именно здесь было не просто вопросом местоположения. Это был символизм. Это было прямое вписывание BTS в живую историю Кореи, не как артистов, а как культурных деятелей, как представителей, как нечто большее, чем музыка.
За кулисами Сеул начал действовать с той стремительностью, которая редко встречается на концертах. Это не было случайным планированием. Это не была обычная логистика. Это больше походило на подготовку к глобальному саммиту. Были начаты проверки, не мелкие, а масштабные. 127 лифтов и эскалаторов по всему району. Станции метро. Культурные учреждения. Отели в радиусе 1 километра. Каждая система проверена. Протестирована. Подтверждена. Потому что город не ожидал тысяч людей. Они готовились к чему-то гораздо большему, к слиянию, миграции. Армии со всей Кореи. Со всей Азии. Со всего мира. Службы безопасности установили системы видеонаблюдения в режиме реального времени. Были привлечены эксперты по психологии толпы. Отели были предупреждены о несправедливом завышении цен. Рынок находился под наблюдением. Туристические зоны регулировались. Послание было ясным: этот концерт должен быть безопасным, справедливым, уважительным, достойным доверия, которое фанаты оказывают BTS. Потому что это было не просто развлечение. Это была эмоциональная ответственность. Но помимо правил и проверок, тихо разворачивалась другая история. История, которую нельзя было измерить цифрами. История, написанная исключительно со слезами. Аэропорты гудели от предвкушения. Фанаты пребывали с плотно сложенными в сумках плакатами, сжимая в руках светящиеся палочки, словно хрупкие вещи. Онлайн-сообщества отсчитывали каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Счастье смешивалось с недоверием. После всего, что пережили BTS и ARMY, расстояние, молчание, ожидание, неужели это действительно происходит? Даже сами участники, казалось, были не готовы. Сообщалось, что Чингук замолчал, когда он услышал окончательное подтверждение. Не взволнованно, не громко. Просто молчание. Осмысление. Сообщается, что Тэхён во время встречи затягивал дольше, чем ожидалось, словно пытаясь осознать масштаб грядущего. Это были не просто артисты, объявляющие о новом концерте. Это были люди, осознающие, что началось нечто гораздо большее. Потому что BTS ждали не только фанаты. Казалось, что ждал весь город. Затем наступило 21 марта. И Сеул проснулся не как обычно. Воздух стал другим. Тяжелее. Наполнен энергией. Еще до рассвета люди начали собираться. Некоторые не спали. Некоторые прилетели со всего мира всего несколько часов назад. Некоторые стояли тихо, держа плакаты дрожащими руками. Почему так много людей плакали еще до начала концерта? Потому что это было не просто шоу. Это было похоже на воссоединение, как встреча с тем, по кому ты так долго скучал, как наконец-то вздохнуть после долгих лет сдерживания эмоций. За кулисами воцарилась тишина. Не напряжение. Не нервозность. Благоговение. Тэхён сидел неподвижно, слушая голоса ARMY, доносившиеся сквозь ограждение. Чингук ходил взад и вперед, остановился, а затем тихонько рассмеялся про себя, словно пытаясь убедить собственное сердце, что этот шум, это тепло, это всепоглощающее присутствие, все это реально. Позже один из инсайдеров прошептал, он не мог поверить. Ни масштабу, ни ощущению. Затем погас свет. Заиграл вступительный видеоролик. И Квон Хвамун взорвался. Нечисто. Не скоординировано. Не обработано. Неряшливо. По-человечески. Люди кричали имена. Плакали открыто. Обнимали друг друга. На мгновение казалось, что сам Сеул перестал дышать. Затем свет включился. Тэхён шагнул вперед. И замер. Не хореография. Инстинкт.
Его взгляд обвел толпу, и что-то изменилось в его выражении лица. Это был уже не тот харизматичный исполнитель. Это был Ким Тэ Хён, снова увидевший ARMY полностью, бесспорно, по-настоящему. За ним последовал Чингук. Его улыбка появилась с опозданием, словно сердцу нужно было время, чтобы прийти в себя. Когда до него донеслась кричалка, он слегка опустил голову ровно настолько, чтобы скрыть глаза. Началась первая песня. Но для многих звук не имел значения. Зрелище имело значение. BTS стоят вместе под открытым небом в Кванхвамуне, спонсируемые не брендом, а своим собственным городом. Это казалось нереальным. Не камбэк за закрытыми дверями, а публичное возвращение себе пространства, своей идентичности, своей принадлежности. Когда Тэ Хён заговорил, его голос был ровным. Мягким. Благодарил Сеул. Благодарил ARMY. Благодарил всех, кто ждал. Затем он замолчал на полуслове, глаза его заблестели, и толпа ответила прежде, чем он успел закончить. Чингук инстинктивно протянул руку, небольшой жест, едва заметный, но он имел значение. По всей Корее включились телевизоры. Кафе затихли. Даже те, кто не следил за BTS, оказались вовлечены в происходящее. Потому что это был уже не просто концерт. Это была история, разворачивающаяся вживую. Пример того, как музыка, идентичность и нация могут столкнуться в один миг. Затем последовал широкий кадр, тот, который никто никогда не забудет. Площадь Кванхвамун полностью заполнилась. Флаги разных стран. Плакаты на десятках языков. Лица отовсюду. Все это обрушилось на меня внезапно. ARMY не просто приехали в Сеул. На одну ночь. ARMY стали Сеулом. И Чингук позже признался, слегка дрожащим голосом, «Я не знал, что это будет так». Тэ Хён тихо добавил, «Я думал, что готов». Они не были готовы. Никто из них не был готов. Потому что никакая репетиция не подготовит тебя к такой любви. Когда зазвучали последние ноты, никто не спешил уходить, ни ARMY, ни BTS. Даже город не хотел двигаться дальше. Потому что все одновременно поняли одно и то же. Это было не просто успешное событие. Это было не просто возвращение. Это был не просто концерт. Это было слияние. Фандом. Культура. Политика. Эмоции. Все встретилось в одном месте. Одна ночь. Одна площадь. Одна история. И когда свет наконец погас, над Сеулом повисла одна тихая истина. BTS не просто вернулись на сцену. Они вернулись в центр корейской истории.